Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Обязательно по нашей хорошей традиции пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым, мужчинам, женщинам, используя электронную почту, социальные сети, используйте мессенджеры. Просто нажмите кнопку «Переслать», и первые 3 человека в вашем списке получат это видео, посмотрят это видео, увидят, что здесь есть много интересного, увлекательного и полезного. Завтра вы обсудите, что-то сделаете частью своей жизни, и ваша жизнь станет насыщенной и плодотворной. Тема сегодняшнего видео – эта тема подсказана нашими людьми, которые смотрят канал регулярно или, может быть, нерегулярно. Я сейчас эту тему озвучу. У меня ничего не получается, как избавиться от мысли, что вы ничего добились в жизни. Отвечаю на этот вопрос сквозь призму колеса жизненного баланса. Тем, кто смотрит это видео первый раз, напоминаю, что колесо жизненного баланса LongSwim представляет собой круг, который разделен на 8 частей. 8 частей являются проекциями соответствующих сфер жизни. И если на этот вопрос, который я только что озвучил, у меня ничего не получается, ответить с помощью 8 сфер колеса жизненного баланса, то мы получим следующую картину. По теории вероятности, если вы не полный неудачник или не полная неудачница, из 8 сфер жизни, в какой-то из сфер жизни у вас обязательно что-то получается, вы идете к своим планам, и в каких-то других сферах у вас получается явный дисбаланс. Это может быть сфера, которая является неприоритетной на данном этапе жизни. Это сфера, где вы уже достаточно хорошо реализованы, и дальше у вас нет уже перспективы вкладывать туда усилия или смысл. И я сейчас на примере колеса жизненного баланса постараюсь ответить на вопрос, что не бывает такого состояния, что вы ничего не добились в жизни. Начнем с миссии колеса жизненного баланса. Миссия колеса жизненного баланса LongSwim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. Сейчас нормальный уровень долголетия – это более 100 лет. Со временем медицина шагнет далеко вперед, и у нас будет естественная возможность жить и больше 150 лет, и дальнейший предел, наверное, будет еще больше. По крайней мере, я в это очень сильно верю. Надеюсь, что те, кто смотрит это видео, уже смогли дожить за период 100 лет, потому что возможности YouTube такие, что это видео, которое записано в январе 2025 года, надеюсь, будут смотреть и через много-много лет, потому что в этом видео очень много полезной информации. Давайте посмотрим на колесо жизненного баланса, на постепенную актуальность сфер жизни, используя такой параметр, как возраст человека. Представьте, что вам сейчас условно 15 лет, и ваше колесо жизненного баланса только-только начинает иметь какие-то яркие черты. В яркости жизни вы живете в распорядке дня, которые приняты в вашем уютном отеческом доме. В сфере духовного роста и творчества вы погружены в духовные ценности своей семьи. У вас еще есть только 1 или 2 любимых хобби. Другие хобби могут прийти в течение всей жизни в возрасте 20-30 лет. К любому хобби нужно относиться с уважением, потому что хобби появляется тогда, когда у вас возникает внутренняя потребность в любимом занятии. В возрасте 15 лет в сфере карьеры и бизнеса полный штиль. Вы мечтаете только о какой-то профессии и надеетесь, что станете в этой профессии классным специалистом, поэтому вы упорно и с интересом учитесь, понимая, что перед вами открыты все вузы мира.
В сфере деньги, у вас есть какие-то карманные деньги, которые вам предоставляют родители, бабушки, дедушки, или какие-то деньги вы уже сумели сами заработать, но вы знаете, что эти деньги вы умеете рационально тратить на себя, на свои мечты, ну и в дальнейшем мечтаете, что вы станете первым миллионером в своей семье. В сфере личностный рост у вас очень большая тяга к знаниям, то есть состояние 0,4 для вас привычное, вы впитываете любые теоретические знания, у вас уже возникают первые навыки трансформации этих знаний в полезные действия, но вы еще совсем не задумываетесь о наставничестве. В сфере здоровья и спорт. Здоровье у вас в полном отменном порядке. Спорт для вас больше игровое увлечение, где вы находитесь единомышленников, но база в этой сфере послужит вам хорошим, так сказать, мотивирующим фактором для реализации ваших амбициозных целей. В сфере друзья и окружение вы дружите, потому что вам нравятся эти люди. У вас и нету еще как бы даже таких навыков дружить выгодно, и это самые лучшие детские воспоминания, потому что вы дружите с тем человеком, который легко проявляет эмоции, это самые яркие воспоминания. Сфера отношений и семья для вас какие-то мечты, яркие ощущения того, что в вашей жизни будет только хорошее. Ну и если у вас такие мысли останутся и в более зрелом возрасте, у вас обязательно все получится. Ну, я так точно в это верю. А теперь представьте, что вам уже 25 лет, вы уже закончили вуз, получили первую профессию, и у вас складывается яркость жизни, как вот ненаписанная книга. Вы рывками или не рывками пытаетесь жить в распорядке дня, энергии у вас хватает, вы чаще всего находитесь в состоянии 8-10, то есть у вас энергии много, вы ею заряжаете окружающих. В сфере духовного роста и творчества вы начинаете понимать, что очень многие идеи вас бодрят и мотивируют. В сфере карьеры и бизнес профессиональные навыки у вас только-только формируются. Вы ищете наставника. Если наставник появляется, ваш карьерный рост, безусловно, приобретает уже более такой классный, стремительный темп. В сфере деньги, если вы решитесь на этот шаг, начинаете рекламировать себя, свою экспертность, свои товары и услуги, вы получаете широкую известность, у вас незапятнанная репутация, но вам еще не могут доверить какой-то большой и перспективный проект, потому что у вас еще опыт недостаточный. Опыт можно приобрести, окунувшись в личностный рост, и в сфере личностного роста вы стремительно поглощаете новые знания, понимаете, что эти знания можно использовать на практике, но о наставничестве вы еще совсем не думаете, потому что у вас еще по каждым сферам жизни всего лишь есть 1-2 задачи, которым вы уделяете время импульсивно или так по чуть-чуть. В сфере здоровья и спорта в возрасте 25 лет, если все хорошо складывается, участвуйте в соревнованиях, но не пробуйте новые виды спорта. Я вам рекомендую попробовать новые виды спорта, индивидуальные или коллективные. Раз в 5-10 лет это будет для вас новый опыт именно поиска единомышленников. Вы поймете, что вы можете чего-то нового добиться и в другом виде спорта. Этот опыт и интересный, откладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь, и, пожалуйста, пользуйтесь этим. В сфере друзья и окружения, если вам 25 лет, вы начинаете понимать, что для вас очень важны единомышленники, которые разделяют ваши ценности. Если у вас ценности не сформулированы или вы их не можете озвучить, вы пробуйте примкнуть к какому-то уже состоявшемуся сообществу, чем пугаете немного ваших родителей, ваших бабушек и дедушек. Ну, это ваш опыт, и этот опыт надо получить. В сфере отношения и семья вы стараетесь впервые довериться любимому человеку, любимой женщине, любимому мужчине. Надеетесь, что эта ваша влюбленность будет взаимной. Я очень желаю, чтобы вы вот эту вот искреннюю любовь пронесли через всю свою оставшуюся
надеюсь, насыщенную и очень продуктивную жизнь, это чувство не должно блекнуть, оно должно вас мотивировать. Теперь представьте, что в колесе жизненного баланса вам уже 45 лет. Тем, кто смотрит это видео и прошли уже этапы зрелости, то есть вам более 40 лет, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам помогло в вашей жизни в каждой сфере. Можете просто писать примеры. Вот мне в сфере яркость жизни был такой яркий пример, хочу о нем рассказать буквально в 2-3 строчках. Через неделю или через 2, если вспомните, что у вас был интересный случай в сфере карьеры и бизнес, можете под этим видео написать свой комментарий. Мы искренне хотим, чтобы наши видео вызывали дискуссию, чтобы в комментариях появлялись чужие истории успеха, потому что задача этого видео быть мотивацией, и мы сейчас рассматриваем видео, которое освещает такую вот очень такую непростую тему, как избавиться от мысли, что вы ничего не добились в жизни. Я продолжаю момент, когда вам 45 лет. В яркости жизни вы уже начинаете осознавать, что в возрасте 45 лет распорядок – это очень-очень хорошо, и он помогает сосредоточиться вам на тех вещах, чтобы вы не сильно утомлялись. В возрасте 45 лет творчество опять вылезает на пик своей популярности. Вы начинаете понимать, что для вашей эмоциональной мотивации хобби – это очень замечательный стимул, он более яркий, чем поощрение в сфере карьеры и бизнес. В карьере и бизнес вы являетесь уже ведущим экспертом, понимаете, что можете дальше переходить в другую смежную отрасль. Я вам рекомендую попробовать себя в качестве преподавателя. Преподавание даст вам второе дыхание, даст вам возможность по-другому взглянуть на свой опыт. В сфере деньги, когда вам 45 лет, уже без стеснения можете рекламировать себя прямой рекламой в социальных сетях, профессиональных сетях. За вашими плечами уже профессиональный опыт, и вы можете ответить себе на вопрос, добились ли вы чего-то в своей жизни, когда уже прорекламируетесь. То есть, когда вы себя прорекламируете, то увидите, что ваша востребованность как специалиста значительно больше, чем вы уже никому неизвестный специалист. В сфере личностный рост в возрасте 45 лет вам уже обязательно нужно попробовать и профессиональное наставничество, и личное наставничество. Это могут быть ваши родственники, друзья, дети, внуки. Им можно передать свой личный опыт. Тем, кто стесняется передавать личный опыт, обязательно отнеситесь к нему с точки зрения юмора. Таким образом вы сможете вызвать некоторую позитивную реакцию и интерес к вашей жизни. В сфере здоровья и спорта в возрасте 45 лет есть твердое желание или жить долго, или жить уже более насыщенную жизнь, и спорт является проявлением ваших индивидуальных амбиций, потому что в спорте никаких ограничений нет. Пожалуйста, поздно начали занятия в спорте, участвуйте в соревнованиях, показывайте замечательный результат. В спорте все возможно. Спорт – это, так сказать, море ваших возможностей. В сфере, друзья, и окружение, окружайте себя людьми положительными, мотивирующими. Те люди, с которыми вам трудно общаться, пожалуйста, можете применить тактику дистанцирования от них. Это могут быть ваши родственники. Не всем вы можете нравиться, но для всех вы можете быть очень яркой, индивидуальной личностью. В сфере отношения и семья можете оценить свою жизнь с точки зрения того, что вы делали попытки сделать себя счастливой или счастливым. У кого-то эти попытки удались, у кого-то только-только получается. Пожалуйста, считайте себя человеком, который делал попытки, а не тем человеком, у которого жизнь не удалась. И здесь переходим к следующей теме плавненько. Как стать уверенной после неудачи? В колесе жизненного баланса все неудачи сгруппированы по 8 сферам жизни. Неудача в сфере яркой жизни не означает, что вы неудачливы. В других сферах, пожалуйста, продиагностируйте свое колесо жизненного баланса. И продиагностировав колесо жизненного баланса, приступая к анализу, вы заметите, что
вы стали неуверенны не потому, что у вас случилась неудача. У вас случилась неудача в одной из 8 сфер жизни. Это фактически ничего не значит. Посмотрев наше видео, вы можете узнать, как можно компенсировать неудачу в одной сфере дисбалансом в противоположной сфере. У нас есть яркость жизни и личностный рост. Если у вас неудача в распорядке дня, изучив по нашим видео, как можно внедрить распорядок дня и найти время для своего отдыха, вы заметите, что сфера яркость жизни начинает исправляться, и неудача в сфере яркости жизни не означает приговор на всю жизнь. Следующий вопрос. Как перестать сравнивать себя с другими? Здесь в колесе жизненного баланса ответить на этот вопрос можно через призму состояния. В состоянии 0,4 вы будете себя сравнивать с другими, потому что это для вас повод получить хоть какую-то эмоцию, неважно, положительную или отрицательную. Люди состояния 4-8, скорее всего, меньше будут сравнивать себя с другими. Они от других посмотрят их приемы, методы, как стать более успешным, интересным, продуктивным. То есть они будут входить в такой доброжелательный, дружелюбный контакт, обмен опытом. Люди состояния 8-10, они не сравнивают себя с другими, они понимают, что что-то будет через 5-10 лет более ценным в отношениях, и вот эта вот неуверенность и сравнение себя с другими, это вообще не есть ценность, это всего лишь для состояния 0,4 повод вызвать какую-то эмоцию. Третий вопрос. Почему близкие обесценивают мои заслуги? Прямо тема обесценивания в январе является одной из самых актуальных. Это видео будет включено в плейлист «Январь». Посмотрев плейлист «Январь», вы понимаете, какие темы в январе являются как бы краеугольными. Если вы посмотрите все видео, которые находятся в плейлисте «Январь», пожалуйста, напишите в комментариях, какое видео вам помогло справиться со своими ситуациями, напомнило вам о том, что вы о какой-то цели забыли, и, посмотрев наше видео, о ней вспомнили. То есть, как бы видео является полезным. Отвечаю на вопрос через сферы колеса жизненного баланса. У нас родные и близкие находятся в сфере друзья и окружение. Если вы стали замечать, что эта сфера вызывает у вас очень сильные эмоции, пожалуйста, посмотрите на свое состояние. Если оно состояние 0,4, у вас будет и похвала, и обесценивание выводить в состояние дисбаланса. Если вы находитесь в состоянии 4-8, это значит, вы еще не приняли решение дистанцироваться от этих людей, родных, которые вас обесценивают. То есть вы должны в состоянии 4-8 принять решение. Вы дистанцируетесь от этого человека, или в той информации, которую человек говорит, есть что-то полезное, интересное, которое для вашей жизни лучше принять как аргумент, постараться к нему адаптироваться, выработать какие-то меры противодействия или содействия, то есть оценить это с точки зрения рациональности. Если вы находитесь в состоянии 8-10, и вас люди, родные и близкие, обесценивают, у вас разные духовные ценности, пожалуйста, озвучьте этим людям свои духовные ценности и скажите, что вы ориентируетесь на эти духовные ценности, они для вас близки, очень глубоко вами и изучены. Почему я это так говорю? Потому что только люди в состоянии 8-10, они могут влиять очень сильно на свое окружение, и они обращают свое окружение в их более высокие духовные ценности. Родные и близкие, которые вас обесценивают, с вероятностью 95% они находятся в состоянии 0,4, они нуждаются в вашей помощи. Чаще всего эта помощь нужна в сфере яркой жизни и личностный рост. Они не знают, как по-другому вас одобрить, подбодрить, так сказать, сформировать с вами коммуникацию. Если вы это, изучив колесо жизненного баланса, понимаете, постарайтесь дистанцироваться от них на комфортную для вас дистанцию, постарайтесь для них помочь проработать их сферу яркой жизни путем личного примера. Можете привести какие-то примеры из жизни ваших близких людей, то есть постарайтесь на этот негатив отреагировать рационально и положительно.
возможно, у вас что-то получится, и жизнь ваших родных и близких, которые вас обесценивают, изменится в лучшую сторону. В состоянии 4-8 вероятность такого успеха не больше 30%. Если вы в состоянии 8-10, вероятность вашего воздействия положительно на близких людей 50%. 50% получится или 50% не получится. Поэтому, когда вы решаетесь на такой шаг, каким-то образом исправить свое окружение, стремитесь к состоянию 8-10, у вас больше вероятности менять эту реальность. Подводим итоги сегодняшнего видео. У меня ничего не получается, как избавиться от мысли, что вы ничего не добились в жизни. Я привел вам достаточно примеров, чтобы вы понимали, что среди 8 сфер все сферы не рушатся одновременно. Максимум там могут быть в дисбалансе 4 сферы. Если вы находитесь в состоянии 0,4, для вас это, скорее всего, катастрофа. Если вы находитесь в состоянии 4,8, вы знаете объем работы, который необходимо сделать, чтобы из этого состояния выбраться. Если вы находитесь в состоянии 8-10, вы уже знаете, как в такие ситуации не попадать. А для того, чтобы быть в состоянии 8-10, обязательно смотрите наше видео. Более того, обсуждайте это видео со своими друзьями, знакомыми, близкими. Только обсудив эту ситуацию с другими людьми, вы можете теоретические знания, которые изложены в нашем видео, глубоко осмыслить, понять, что для вас в этом видео может быть полезного. Мы надеемся, что из 20 полезных вещей, которые были в это видео, какое-то одно будет для вас интересным и внедрено в вашу личную жизнь как хорошая привычка. Мы это считаем большим успехом. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня. У вас все получится. Я в вас верю.